Рейнджер Дэниел Картер, много лет работавший в заповеднике Солана, патрулировал дорогу вдоль реки Мара, когда услышал резкий грохот и яростный рев. Он остановил джип, поднял бинокль и увидел среди пыли драматическую сцену. Огромный лев оказался в центре разъяренного стада буйволов, защищавших своего детеныша. Животные окружили хищника плотным кольцом. Один из буйволов, крупнейший в стаде, поддел льва рогами и отбросил его в сторону реки. Последний мощный удар швырнул зверя прямо в мутный поток. Убедившись, что враг обезврежен, стадо медленно разошлось. Дэниел наблюдал за неподвижной поверхностью воды, пока не заметил поднимающиеся пузыри. Он понял, лев тонет. Не теряя ни секунды, он бросился в холодную реку. Добравшись до тяжелого тела, он с трудом вытащил его на берег, очистил пасть от ила и начал делать непрямой массаж сердца, надеясь на малейший шанс. Через несколько долгих минут под его ладонью появился слабый толчок. Лев был жив. Дэниел вызвал подмогу. Прибывшие специалисты ввели хищнику успокаивающее, аккуратно переложили его в транспортную клетку и доставили в ветеринарный центр. Там зверю сделали рентген, обработали раны, наложили швы и подключили капельницы с антибиотиками и растворами для восстановления. Льва поместили под круглосуточный контроль. На следующий день Дэниел увидел, что хищник открыл глаза. Он пытался подняться, но лапы дрожали и подгибались. Лев почти не ел, едва пил, но рейнджер приходил ежедневно, говорил спокойным голосом, оставлял пищу и наблюдал, как тот медленно возвращается к жизни. Проходили дни, швы подсыхали, повязки меняли регулярно, аппетит возвращался. Лев начал делать первые шаги по вольеру, сначала медленные, затем уверенные. Его перевели в просторное загороженное пространство среди акаций, где он мог больше двигаться и восстанавливать силу. Иногда, встречая Дэниела, хищник издавал низкий, негромкий звук, будто узнавал своего спасителя. Через месяц ветеринарная команда объявила льва полностью здоровым. Рейнджеры отвезли его на удаленную равнину, подальше от людских троп. Дэниел открыл дверцу клетки и отошел назад. Лев вышел, вдохнул запах сухой травы и ветра, на секунду обернулся к человеку, а затем растворился в золотой саванне. В сердце рейнджера остались облегчение, гордость и тихая радость за жизнь, которую удалось вернуть природе.